Привет! Это Анатолий Акапарцфаль с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 13-й выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 10 глава, которая называется «Радушный прием». В этом эпизоде мы узнаем, что там с Гэндальфом, что думают о походе в Одинокой горе гномы, люди и эльфы, и почему только Бильбо сохраняет в данной ситуации здравый рассудок. 10 глава начинается с очередного напоминания о том, что все, что нашим героям кажется неприятностями, пытающимися сбить их с курса, на самом деле направляет их на единственно верный путь. Тропа, по которой Гэндальф вначале хотел отправить гномов, оказалась очень опасной, но благодаря преследованию варгов и гоблинов их курс исправлен, и они следуют эльфийской дорогой. Но теперь Бильбо понимает, что их задержание эльфами тоже сыграло благоприятную роль для их путешествия. Из разговоров эльфов, управлявших плотами, он узнает важные сведения. Эльфийская тропа, по которой, следуя совету Бьорна, гномы пошли через Чернолесье, стала опасной и в восточной своей части почти совсем заросла. Только по реке ей можно было спокойно добраться от северной опушки Чернолесья до предгорий, потому что река охранялась королем лесных эльфов. Автор отмечает: как видите, путь, избранный Бильбо, оказался единственно верным. А дальше он сообщает нам: новости об их невзгодах уже достигли слуха Гэндальфа, странствовавшего в дальних краях. Тот сильно встревожился и собирался уже отправиться на поиски Торина и его друзей, благо свои неотложные дела на юге, которые не имеют никакого отношения к нашей истории, он почти закончил. Никакого отношения к нашей истории они, конечно, не имеют, но нам ведь все равно интересно, не так ли? Так и быть. Дам одну небольшую подсказку. Если вы действительно хотите об этом узнать, вам придется подождать до самого конца «Хоббита», чтобы раскрыть эту тайну. Прошу отметить, что я никаких спойлеров не давал, но кто хотел, думаю, мой намек понял. Ну а тем временем Бильбо со своими спутниками прибывает, наконец, в озерный город, населенный людьми, который описывается очень необычно. Выстроен он был не на берегу, хотя и там приютилось несколько хижин, а прямо на открытой воде, в тихой заводе, защищенной скалистым мысом от сильного течения, впадавшей в озеро реки. Длинный деревянный мост, протянувшийся от мыса, вел к бревенчатым домам большого торгового города, стоявшего на толстенных сваях, вытесанных из цельных стволов. Здесь мы можем заметить характерную черту стиля Толкина, который часто старался укоренять свое творчество в истории. Например, у Геродота мы читаем следующее описание деревни на озере Прасиас, около горы Пандея. Дома этих озерных жителей находятся в воде, стоят на платформах, поддерживаемых длинными шестами, и соединяются с землей одним узким мостом. Но это еще не все. Озерный город также во многом основан на неолитических озерных жилищах, фальбаутенах, свайных сооружениях, впервые обнаруженных в Швейцарии в 1854 году на берегу Цюрихского озера. Джон Рейтлиф отмечает, что сейчас археологи считают, что большинство озерных жилищ на самом деле не располагалось на платформах над водой, а строилось на болотистой местности вдоль берега или на низких островах или полуостровах, окруженных болотами или трясинами. Это были скорее водно-болотные поселения, чем жилища на озерах таковые. Тем не менее, толкиновское описание этих поселений вполне соответствовало уровню научных знаний его времени. Так что обвинять его не в чем. Прибыв в город, Бильбо разыскивает бочки с гномами. Первым оттуда выбирается едва живой Торин. Кстати, это первый раз, когда в рукописи Толкин называет его этим именем. Помните, я упоминал, что раньше его имя в черновиках было Гэндальф. Так что некоторые исследователи «Хоббита» шутят, что в бочку предводитель гномов залез Гэндальфом, а вылез уже Торином. И в таком неприглядном образе Торин и еще несколько гномов предстают сначала перед охранниками, а потом и перед бургомистром. Но Торин настолько уверенно держится, что многие действительно верят ему. Даже в изодранной одежде и замызганном капюшоне он выглядел по-королевски. Золото сияло у него на груди и на поясе, темные глаза горели огнем. Мы видим, как весь город приходит в волнение. Многие вспоминают о древних пророчествах, предсказывающих возвращение короля под горой, и распевают обрывки древних песен об этом. Например: «И вырастет на склонах зеленая трава,
и в мантиях зеленых восстанут дерева. И снова, как когда-то, расщедрится гора, и хлынут реки злата и реки серебра, и озеро зажжется, сверкая, как хрусталь. Когда король вернется, забудем мы печаль. Звучит вроде бы вдохновляюще, да? Вот только если мы присмотримся к этой песне повнимательнее, возникает впечатление, что эти пророчества осуществятся сами собой, без всяких усилий со стороны кого-либо. Это впечатление особенно заметно в оригинале, где об этом говорится в пассивном залоге, без указания действующего лица. То есть эти все вещи сделаются как-то сами, без нашего участия, а мы будем только наслаждаться их плодами. Довольно-таки беспечное и инфантильное отношение к пророчествам. Кори Уилсон напоминает нам: никто еще ничего не достиг. В гору еще нужно войти, королевство еще нужно восстановить, и от дракона нужно избавиться. Кто-то должен сделать эти вещи, но люди озерного города продолжают веселиться и петь, как будто они уже каким-то образом произошли. Кстати, обратите внимание на выражение «озеро зажжется», употребленное здесь, конечно же, в переносном смысле. Только вот иногда пророчества могут сбываться очень неожиданно и не так, как мы думаем. Ну, знаете, раз, два, три, елочка, гори. Гномы заражают с энтузиазмом толпы и считают цель похода уже почти достигнутой. Торин выступал по городу с таким видом, что словно он уже стал королем под горой, а Смауг давным-давно изрублен на мелкие кусочки. Бургомистр города и король эльфов занимают более практичные позиции. Бургомистр не верит ни в какие старые пророчества. Единственное, чем он интересуется, это торговля и золото. Тем не менее, он ведет себя как многие политики, мониторит настроение большинства и присоединяется к нему. Толпа верит в короля под горой, он делает вид, что признает его, хотя бы временно. Хотя на самом деле он считает, что гномы — самозванцы, которые рано или поздно будут разоблачены. Поэтому как гром среди ясного неба для него звучит известие о том, что они отправляются к горе. Тем не менее, он видит и в этом положительную сторону. Ведь гномы стоили городу очень дорого, а к тому же с их приходом жизнь в городе превратилась в сплошной праздник, и бизнес остановился. Король эльфов, в отличие от бургомистра, знает о драконе, но он тоже не думает, что гномы на самом деле намерены его убить, и считает, что они хотят всего лишь ограбить драконье логово. Он не верит в успех экспедиции гномов, но на всякий случай высылает дозорных и успокаивает себя мыслью, что через лихолесье они просто так с сокровищами не пройдут. И вот среди бездумного восторга простых людей, самоуспокоенности гномов и меркантильного скептицизма властей придержащих, один Бильбо сохраняет трезвый взгляд на вещи и не разделяет всеобщей радости. Он мог бы тоже испытывать душевный подъем. Как-никак его план опять сработал, гномы хвалят и превозносят его героизм, и он снова выпадает в атмосферу комфорта. Тем не менее, он вовсе не забыл, как выглядит одинокая гора и кто в ней живет. Мы видим, что обе его части характера, туковская и бэддинсовская, работают вместе. Первая помогает ему находить выход из, казалось бы, безнадежных ситуаций, а вторая не позволяет ему впасть в головокружение от успехов. А тем временем я, Анатолий Акапарцефаль, который был с вами на прямой связи из озерного города, ненадолго расстаюсь с вами, и мы встретимся с вами уже на приступочке к горе. Там мы узнаем, как открывать двери гномов, причем тут дрозды, и что такое раздраконие. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Ваня Сулья. Попутного ветра.